Начало атомной эры. Эта атомная электростанция работает и сегодня. Она была запущена в 1969 году в самом расцвете ядерной энергетики в США. Тогда страна переживала настоящий золотой век атомной индустрии. Каждый год в строй вводилось по 3 новых реактора. Каждый поворот рубильника означал, что еще 500 000 домов получали электричество. Но дело было не только в количестве новых станций. Важно, с какой скоростью они строились. От начала строительства до ввода в эксплуатацию проходило всего 5 лет. 5 лет. И миллионы людей получали выгоду от одной из самых глубоких и устойчивых закономерностей во всей экономике. Чем больше энергии потребляет страна, тем выше уровень жизни ее граждан. И вдруг все остановилось. Как все замерло. Еще до того, как это стало очевидно, тревожные сигналы начали нарастать. А затем произошел поворотный момент. Авария на атомной электростанции Three Mile Island. Вся нация, да и весь мир следят за тем, как разворачивается эта ядерная катастрофа, сообщали тогда ведущие новостей. Царили хаос и замешательство. Операторы отчаянно пытались определить, какое количество радиации было выброшено в атмосферу. Это случилось более чем за 10 лет до Чернобыля. Но именно тогда, в конце 1970-х, в США началось замедление атомного строительства. Проекты, которые были заявлены в 70-х годах, вдруг начали сталкиваться с задержками на 9, 12, а порой и 20 лет. Некоторые так и не были достроены вовсе. С 1996 года в США было построено всего 4 реактора. И хотя многие сводят все к Чернобылю, Three Mile Island или Фукусиме, настоящая причина оказалась иной. Она не лежала на поверхности. Ее редко объясняли ясно. Сейчас мы разберемся, что же на самом деле произошло. Радиационная паника. Ученый берет небольшое количество вещества в руку. Вот это радиоактивное загрязнение. Очень радиоактивное. Он высыпает порошок на ладонь и говорит спокойно: «То, что я только что проглотил, это уран». И действительно, он съел уран. И остался жив, чтобы об этом рассказать. Но дело было не только в одном экспериментаторе. Во времена Манхэттенского проекта, когда создавалась первая атомная бомба, ученые Лос-Аламоса носили в карманах халатов кусочки плутония, перенося их по лаборатории буквально голыми руками. Вот он, генерал Грофс. Я держу в руках плутоний, который пойдет в первую в истории плутониевую бомбу. Этот плутоний везли 220 миль до Лос-Аламоса в обычном армейском грузовике, без какой-либо защиты. Эти люди были одними из самых умных на планете. Они не были безрассудными, и тем не менее все они прожили долгую жизнь и умерли от естественных причин. Но послание, которое дошло до общественности, было совсем иным. Оно звучало просто и пугающе. Плутоний – самое смертоносное вещество, известное человеку. Эта риторика страха и стала семенем, из которого выросло все то, что позже остановило ядерное строительство в США. Как страх стал законом, этот страх пустил корни особым образом. И именно это стало ключом к тому, как ядерная отрасль начала рушиться изнутри. Между 1973 и 1978 годами стоимость и сроки строительства атомных станций выросли в 10 раз еще до аварии на Three Mile Island, которая произошла только в 1979 году. Так называемый страх радиации, на самом деле страх неизвестного, в итоге оказался главным фактором в формуле, определяющей, как должны строиться атомные электростанции и должны ли они строиться вообще. Ваш ежедневный уровень радиации. Мы рассматриваем альтернативные источники энергии. Ядерное деление должно быть остановлено. Зачем играть в русскую рулетку с американским народом, строя атомные станции, единственная цель которых – вскипятить воду и произвести пар?
Такие лозунги становились все громче, и ведь многие могли их понять. Каждый хоть раз чувствовал это тревожное ощущение. Приходишь к стоматологу, тебе делают рентген, на грудь кладут тяжелый свинцовый фартук, врач выходит из комнаты, дверь закрывается, и ты думаешь, похоже, это что-то серьезное. Щелк, снимок готов. Но вот что почти никто не осознает. Доза радиации, которую вы получили за этот миг, равна той, которую ваше тело получает каждый день. Радиация всюду вокруг нас. Ее невозможно избежать. Она исходит из Земли, из воздуха, из космоса и прямо сейчас попадает в вас. И в некоторых местах ее гораздо больше, чем там, где, казалось бы, должно быть безопасно. Радиация в природе. Возьмем, например, восхождение на Эверест. Это 3-месячное путешествие через самую плотную дозу космического излучения, доступную человеку без полета в космос. Вы летите в Катманду, 2 недели добираетесь до базового лагеря, проводите 7 недель на высоте, совершаете подъем, возвращаетесь, садитесь в самолет и домой. За это время альпинист получает 3-летнюю норму радиации, которую обычный человек получает, живя у моря. Чем больше атмосферы между вами и Солнцем, тем меньше излучение достигает поверхности. Но с каждым подъемом на 1,5 километра доза радиации удваивается. Тем не менее, люди, которые проводят месяцы на Эвересте, альпинисты, шерпы, гиды, не болеют чаще раком и не живут меньше, чем остальные. Даже жители Денвера, города, расположенного на высоте 1600 метров, имеют одни из самых низких показателей рака в США. Почему? Потому что человеческое тело адаптировалось к жизни в радиации. Наш организм развил естественные механизмы защиты, так же, как нервы в пальцах подсказывают «остановись горячо, иначе обожжешься», так и клетки научились исправлять повреждения, вызванные естественным фоном излучения. Мы не можем его избежать, поэтому природа научила нас жить с ним. Реальные последствия аварий. Теперь сравним это с тем, что называют радиационной катастрофой. За 10 дней обычной жизни человек получает около 0,2 условных единиц фона. На Эвересте 2,5. Жители ближайших районов к Фукусиме после аварии получили от 10 до 50 единиц. Работники станции – около 250. И при этом вот что почти никто не сообщает, потому что это не сенсация. Не зафиксировано ни одного увеличения смертности, заболеваний или рака, связанного с радиацией от Фукусимы. 0. Исследования за исследованием подтверждают, никаких последствий для здоровья не обнаружено. Даже сегодня, спустя годы, все еще нет роста заболеваний в пострадавших районах. Чернобыль. Реальность и миф. Теперь обратимся к Чернобылю. Эта авария стала символом страха перед атомом. Но цифры, которые редко звучат вслух, совсем другие. По официальным данным, за все время после катастрофы зарегистрировано 54 смерти, связанных непосредственно с аварией. 2/3 из них – это пожарные и операторы, находившиеся в нескольких метрах от реактора. Да, количество раков щитовидной железы увеличилось, особенно среди детей, но этот вид рака лечится легко и почти не влияет на продолжительность жизни. Большинство пациентов выздоровело. Чернобыль стал психологической и политической катастрофой, но не радиационной в том смысле, в каком ее представляли люди. Сравнение по видам энергии. Если взять все известные источники энергии и подсчитать число погибших на каждую единицу выработанной электроэнергии с 1969 по 2000 год, получится удивительная картина. Уголь – 1000 смертей ежегодно. Нефть, взрывы,
пожары, утечки. Гидроэнергетика, дамбы иногда прорываются, унося тысячи жизней. Природный газ, аварии, выбросы метана. Ядерная энергетика – самое низкое число погибших. Если перевести все в единый масштаб, ядерная энергия оказывается самым безопасным источником за всю историю энергетики. И все же именно страх перед ней, а не реальные жертвы, стал причиной того, что в США ядерная эра замерла. Линейная модель без порога. Когда произошли Чернобыль и 3 Mile Island, общество узнало об этих катастрофах как о чем-то чудовищном, о чем нельзя даже думать без страха. Но парадокс состоял в том, что сами аварии не стали тем, что убило ядерную энергетику в США. Настоящий удар пришел еще раньше, 5 мая 1975 года, когда вступили в силу новые правила по строительству, модификации и продлению работы атомных реакторов. До этого момента все выглядело просто. В 1970 году существовало около 400 отраслевых стандартов и всего 4 общих федеральных правила для проектирования АЭС. К 1978 году их стало 1800 стандартов и 300 новых обязательных правил. Каждый пункт нужно было учесть, иначе станцию просто не разрешали подключить к сети. Именно в этих новых нормах появилось то самое выражение, которое изменило отрасль навсегда. Настолько низко, насколько это разумно достижимо. По-английски «as low as reasonably achievable», сокращенно «LRA». Эта фраза означала, что любое количество радиации, даже самое минимальное, должно считаться потенциально опасным, а каждая, пусть крошечная, доза добавляет пропорциональный риск рака в течение жизни. Другими словами, не существует безопасного уровня радиации. Каждое воздействие складывается с предыдущим. Если, условно говоря, одно восхождение на Эверест давало вам 1% вероятности заболеть раком, то второе восхождение повышало ее до 2%, третье – до 3% и так далее. Эта идея получила название «линейная беспороговая модель». Линейная беспороговая модель. Согласно ей, риск от радиации никогда не равен нулю, а значит, все атомные станции должны снижать уровень излучения до максимально возможного минимума, независимо от затрат. Если можно уменьшить облучение работников, населения или кого-либо еще, пусть даже на долю процента, ты обязан это сделать. Последствия одной фразы. На первый взгляд звучит логично, но именно эта формулировка открыла почти бесконечное поле для интерпретаций. Любой проект, любое решение инженеров могло быть оспорено. Любой критик, чиновник или общественная организация могли заявить: можно сделать чуть безопаснее. Иногда это доходило до абсурда. Один пример стал легендой среди инженеров. А что, если двухфутовый участок этой трубы внезапно исчезнет? Проектировщики в недоумении. Но трубы не исчезают. Как мы можем смоделировать то, чего не бывает? Тем не менее, документы требовали ответов. А раз не существует безопасного уровня радиации, значит требование АЛАРА оставалось открытым и бесконечным. Именно так страх был превращен в закон, а закон – в инструмент, который парализовал строительство атомных станций. Даже сама комиссия по ядерному регулированию США, НРС, в 2021 году признала: мы не уверены, что линейная модель без порога вообще верна, но лучше перестраховаться. И эта осторожность, возведенная в принцип, стала смертным приговором для отрасли. Как бюрократия убила экономику. По мере того, как требования множились, росли сроки и расходы. В энергетике время – это деньги, и в атомной энергетике буквально миллионы в месяц. С каждым новым правилом время строительства увеличивалось, а вместе с ним и проценты по кредитам, взятым для финансирования проекта.
Любая электростанция – это долгосрочная инвестиция. Ее прибыль вполне предсказуема. Строишь, подключаешь, подаешь электричество. Но стоит задержаться на этапе строительства, и финансовая модель рушится. Ведь кредиты начинают приносить убытки еще до того, как реактор выдал первый мегаватт. Чем дольше станция не работает, тем больше переплачивается процентов банкам, и тем менее привлекательным становится проект для инвесторов. Цена одной задержки. По оценке бюджетного управления Конгресса США, 1 месяц задержки строительства крупного ядерного проекта обходился примерно в $44 миллиона. И это только прямые расходы. Плюс потери от недополученной выручки – порядка $20 миллионов в месяц. Иными словами, каждый месяц задержки требовал потом 3 месяцев безупречной работы станции, чтобы просто вернуть убытки. Абсурд на площадках истории тех лет полны одинаковых эпизодов. Строители заканчивали целый блок, и через пару недель им приходилось сносить свежий бетон и переделывать все заново, потому что вступило в силу новое требование. С 1973 по 1978 год в отрасли вводилось по одному новому правилу в день. Представьте, вы спроектировали станцию в 1971, а к 1978 на нее обрушился лавинообразный поток новых стандартов, и все их нужно было внедрить, иначе проект остановят. Список похороненных станций. Вот лишь несколько примеров. Шорхэм, Нью-Йорк. Задержка 12 лет. Проект отменен. Мидленд, Мичиган. 13 лет ожидания. Отменен. Секуоя, Теннесси. 8 лет задержки. Команч-Пик, Техас. 10 лет. Себрук, Нью-Гэмпшир. 14 лет ожидания. Компания-владелец обанкротилась. Первое банкротство коммунального предприятия в США со времен Великой депрессии. Мы здесь, чтобы обсудить выдачу лицензии на полную мощность станции Сибрук спустя 17 лет после начала строительства, говорили на слушаниях. 17 лет. И это не рекорд, а норма того времени. Когда инвесторы отвернулись, представьте, что вы – инвестор. Вы видите, как каждая стройка втягивается в десятилетние задержки, где каждый месяц обходится в десятки миллионов. Вы вложитесь в это? Конечно, нет. К тому же в 1980-е процентные ставки в США взлетели. Инвестор мог просто купить государственные облигации с доходом 12% годовых, без риска, без нервов, без ожиданий. Зачем вкладываться в атом, где результат непредсказуем, если можно просто положить деньги в банк? Так ядерная энергетика умерла в течение 10 лет. Потерянное поколение специалистов. Когда в 1990-е процентные ставки вновь упали, было уже поздно. Подрядчики ушли, инженеры ушли, компании-поставщики обанкротились. Создание новой станции стало почти ремеслом энтузиастов. Нужно было начинать с нуля, восстанавливая цепочки поставок, обучение персонала, технические школы. Цена и польза справедливости ради, возможно, все эти новые правила действительно сделали атомные станции чуть безопаснее. И все же факты остаются. Чернобыль, 3 Mile Island, Фукусима. Да, эти аварии привлекли внимание всего мира, но общее количество погибших во всех ядерных инцидентах за всю историю в 1000 раз меньше, чем от угля или нефти. Трудно спорить с тем, что риск не нулевой, но точно так же невозможно отрицать. Реальные последствия оказались минимальны. Энергетический компромисс. К концу XX века человечество оказалось перед простым, но мучительным выбором, какую цену мы готовы платить за энергию. С одной стороны, безопасность, чистота, независимость от импорта. С другой – страх, наследие катастроф и политический риск. Так родился энергетический компромисс. Пока ядерная энергия угасала под тяжестью бюрократии и общественного недоверия, мир все глубже погружался в зависимость от угля, нефти и газа,
трех источников, которые на деле убивают людей в миллионы раз чаще, чем атом. Уголь – энергия из прошлого. На угольных шахтах ежегодно гибнут сотни горняков от обвалов, взрывов метана, отравлений угольной пылью. Еще десятки тысяч умирают от загрязнения воздуха, вызванного выбросами угольных электростанций. Сернистые соединения, оксиды азота, тяжелые металлы – все это оседает в атмосфере, воде, почве и легких. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 3 миллионов смертей напрямую или косвенно связаны со сжиганием угля и других видов топлива. И все же угольные станции продолжают строить, потому что они просты, дешевы и понятны. Нефть и газ – иллюзия надежности. После отказа от атома США и Европа сделали ставку на природный газ. Он удобен в транспортировке, гибок в регулировании мощности и кажется чистым по сравнению с углем. Но газ – это не просто источник энергии, это геополитика. Он связывает страны трубопроводами, делает одних зависимыми, а других влиятельными. Каждая буровая вышка, каждый танкер несет свои риски. Взрывы, пожары, выбросы метана. В 2010 году катастрофа на платформе Deepwater Horizon унесла жизни 11 человек и вылила в Мексиканский залив более 700 тысяч тонн нефти. Это была крупнейшая техногенная авария в истории США. И все ради топлива, которое через несколько недель сгорит в двигателях автомобилей. Возобновляемые источники, мечта и реальность. Сегодня человечество возлагает надежды на ветер и солнце. И это правильно, они чисты, бесплатны, неисчерпаемы. Но у них есть одна фундаментальная проблема – непостоянство. Солнце не светит ночью, ветер не дует постоянно. А значит, энергию нужно где-то накапливать, чтобы использовать ее, когда природа замолкает. Батареи огромны, дороги и требуют редкоземельных металлов. Чтобы заменить одну атомную станцию солнечными панелями, нужно покрыть сотни квадратных километров земли. Для ветра – десятки тысяч гектаров. Все это с инфраструктурой, дорогами, обслуживанием, производством стали, бетона и пластика. Скрытый углеродный след таких установок по-прежнему велик, а надежность пока невысока. Атом – энергия плотности. И вот здесь снова появляется атом. 1 грамм урана содержит столько же энергии, сколько тонна угля или баррель нефти. Один реактор мощностью 1 гигаватт способен обеспечить электричеством 1 миллион домов, круглосуточно, без перебоев, без выбросов. А отходы – да, они существуют. Но их всего несколько тонн в год, и все это можно безопасно изолировать и хранить. Для сравнения, угольная станция того же размера ежегодно выбрасывает миллионы тонн углекислого газа, сотни тонн серы, ртути и микрочастиц. Атомная энергия не производит ничего, кроме тепла, пара и чистой воды. Страх, заменивший разум. Почему человечество так легко отказалось от самой мощной и чистой формы энергии, которую когда-либо создало? Ответ прост – страх легче продавать, чем факты. Фильм о катастрофе всегда интереснее, чем таблица статистики. Политик, защищающий людей от радиации, звучит убедительнее, чем инженер, объясняющий вероятности. Но страх – плохой советчик. Он не ведет к безопасности, он ведет к застою. Природа дает ответ. Показательно, что вокруг Чернобыля, где люди ушли, природа расцвела. В зоне отчуждения снова живут волки, олени, лошади Пржевальского. По улицам заброшенных поселков гуляют медведи. Ученые, изучавшие местную фауну, нашли лишь незначительные следы мутаций. Животные здоровы, размножаются, а популяции растут быстрее, чем где-либо еще в Восточной Европе. Парадоксально, но факт. Самое опасное место на Земле оказалось одним из самых живых. Человеческий фактор.
Настоящая угроза ядерной энергетики всегда была не в атоме, а в человеке, в небрежности, экономии на безопасности, бюрократии и политике страха. Атом не мстит и не взрывается сам по себе. Он делает ровно то, что ему позволяют делать люди. Возвращение атома. И все же спустя десятилетия мир вновь начинает смотреть на атом без паники. Франция никогда не отказывалась от ядерной энергетики и благодаря этому имеет самый низкий углеродный след в Европе. Китай строит десятки реакторов нового поколения. Индия разрабатывает ториевые циклы, а США, наконец, возвращаются к идее малых модульных реакторов – SMR. Эти станции компактны, собираются на заводе и доставляются целиком, как авиационные двигатели. Их можно размещать ближе к потребителям, управлять дистанционно, а уровень радиации в них ниже, чем при обычном рентгене. Энергия без компромиссов. Мы стоим на пороге новой эры. Мир осознал, что без атома невозможно достичь углеродной нейтральности и при этом сохранить промышленность, транспорт и комфорт. Да, ядерная энергия требует ответственности, но она не требует страха. Человечество научилось управлять пламенем, летать, покорять глубины океана. Пора снова научиться разумно и безопасно использовать энергию ядра. Потому что энергия – это не просто свет в розетке, это основа цивилизации. И от того, какой источник мы выберем, зависит, какой будет наша планета через 100, 200 и 1000 лет. Ночь, море, платформа атомной станции едва заметно подсвечена изнутри. Где-то вдалеке шумит ветер, а по металлическим корпусам тихо стекают капли дождя. В этих стенах рождается энергия, не разрушение, а созидание. Энергия, которая могла бы питать целые города, освещать больницы, школы, заводы. Энергия, которая, возможно, станет символом нового века, века, где страх уступит место знанию. Человечество всегда боялось того, чего не понимало. Когда-то мы боялись молнии, потом электричества, потом машин, неба, вирусов, искусственного интеллекта. Но каждый раз мы учились понимать и использовать то, что раньше считали опасным. Ядерная энергия – не исключение. Может быть, через 100 лет кто-то будет смотреть на старые кадры из Чернобыля и Фукусимы, так же, как мы смотрим сегодня на фотографии первых автомобильных аварий. С сожалением, но и с пониманием, что без ошибок не бывает прогресса. И если в будущем среди городов без дыма и рек без пепла кто-то включит свет, возможно, этот свет родится не от страха, а от разума, от энергии, которую мы, наконец, перестали бояться, от энергии, способной освещать не только наши дома, но и наше понимание мира.